Привет, друзья! Вы смотрите видео с канала Полезное ТВ. А в этом видео я покажу вам супер способ выращивания огурцов в пакетах. Покажу вам результат, покажу, как делать самостоятельно такие пакеты, чтобы получать обильный урожай. А также, если вы еще не успели высадить огурцы на второй оборот, как раз сейчас, в конце июня, начале июля, можно высадить ранние сорта огурцов и до осени получать урожай. И вы как раз это сможете сделать в пакетах. Посмотрите, сколько много завязывается огурчиков, причем куст еще небольшой. И в открытом грунте, выращивая таким способом, если сделать какую-то шпалеру, как у меня, например, из сетки, то тогда можно пасынки не удалять, куст разрастется во все стороны и просто завалит вас урожаем. Ну, собственно, давайте приступать. В первую очередь нужно изготовить пакеты. Я их буду делать из обычной черной пленки, которая в ширину 1,5 метра, а длиной пакеты нам нужно будет сделать 40 сантиметров. Поэтому при помощи рулетки отмеряем данный размер, выкладываем ровно пленку и разрезаем при помощи ножниц. И с одной такой полоски 1,5-метровой у нас получится 3 пакета под огурцы. Соответственно, из этого вы сможете сделать расчеты, сколько метров пленки вам нужно будет приобрести на ваш объем огурцов. А такие размеры я взял неспроста. Ну, во-первых, очень легко поделить ширину пленки, так как 1,5 метра делим на 3 части, получаем по 50 сантиметров. А высота 40 сантиметров была взята мною из 20-литрового ведра. Соответственно, и мы получаем объем пакета в 20 литров, чего будет с головой достаточно для выращивания огурцов. Затем при помощи рулетки мы отмеряем 50 сантиметров. Выкладываем пакет ровно на деревянную поверхность, берем обычную газету. Главное брать ее в один слой. И также нам потребуется паяльник с толстым жалом. Чем толще будет жало у паяльника, тем шире получится шов, а значит он будет намного крепче. Жало моего паяльника составляет полсантиметра. Я медленно провожу им по газете, тем самым пленка под газетой спаивается, но не расплавляется, так как нет прямого контакта металлического жала с пленкой. И вот посмотрите, какой плотный получился шов, какое прочное соединение. А также шов получается достаточно широким, что очень удобно теперь при разрезании. Берете любую реечку, либо же уровень, как в моем случае, выкладываем четко по центру шва и разрезаем. Соответственно, теперь у нас сразу с обеих сторон пакеты получаются запаянными. Ну и теперь пришло время устанавливать пакеты под шпалерой для выращивания огурцов. А для этого вам потребуется полностью наполнить 10-литровое ведро, и данный пакет сверху надеваем на ведро с грунтом. Надеваем его не полностью, оставляем совсем немножко, сантиметров 5. Переворачиваем, чтобы почва прижала края пакета и не высыпалась и не поднималась вверх. Таким образом у нас получается пакет без дна, но очень плотно стоящий на почве. Затем в пакет нужно закладывать питание, которого будет достаточно на весь сезон выращивания. Я использую перепревший навоз 5-летний. Для этого на один пакет у меня уходит пол 10-литрового ведра. Также на один пакет я добавляю 1 лопату песка. Он будет выступать как разрыхлитель и удерживатель влаги. Затем нужно это все питание и песок перемешать слоем почвы, так как именно здесь будет развиваться вся корневая система и продвигаться вниз. А преимущество того, что здесь нет дна, в том, что почва быстро не будет пересыхать в пакете. А также рост плети огурца будет не ограничен размером почвы. Когда корневая система сильно увеличится, она пойдет ниже в грунт. И как вы можете видеть, я доверху не досыпал около 5 сантиметров почвы. И сейчас покажу, зачем это нужно. Берем саженец огурцов, либо же если у вас нет рассады, просто сажаем семечку в центр данного пакета. А затем вот эти 5 сантиметров недосыпанные грунтом мы засыпаем мульчей. Я буду использовать солому. Ну и теперь делаем обильный полив. Так как он первый, то нужно в один пакет вылить 5 литров воды. Не волнуйтесь, каши в пакете не будет, так как лишняя влага вся уйдет в почву под пакетом. Ну и теперь, собственно, о плюсах. А на экране у себя вы видите результат выращивания. Во-первых, черные пакеты хорошо прогреваются на солнце. При этом хорошо прогревается корневая система, идет быстрое развитие, а ночью, когда идет понижение температуры, то есть перепад, огурцы не получают стресс, так как почва хорошо разогрелась и до утра данной температуры будет хватать. Также из-за того, что они черные, а не прозрачные,
то корневая система от жары не страдает. В прозрачных пакетах корешки бы просто коричневели и отмирали. Следующий плюс заключается в том, что здесь 20 литров плодородной почвы. Огурцы будут себя чувствовать комфортно и благодарить вас огромным урожаем. Третье. Мульчировать данные посадки очень просто, и соломы на это потребуется очень мало. Зато хорошо удерживается влага, не берется вверх коркой, и почва остается при этом рыхлой, что позволяет огурцам хорошо развиваться. Ну и последний плюс выращивания огурцов данным способом является то, что у вас огород превращается в двухъярусную грядку. Как вы можете видеть, в пакетах сейчас растут огурцы и дают уже урожай, а между ними я высадил огурцы на второй оборот. А это означает, что когда огурцы в пакетах уже отплодоносят, то эти молодые новопосаженные огурцы уже достигнут нормального развития и вступят в плодоношение. И получается, что я буду беспрерывно с урожаем свежих огурцов. Я так высаживаю каждый год в 2 оборота. А вы же, если наоборот сейчас посадили просто в грунт, можете рядом установить данные пакеты, сделать шпалеру и посадить второй ярус огурцов, что также позволит вам получать урожай беспрерывно и до осени. Так что, друзья, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием на все отвечу. Если информация с данного видео была для вас полезна, обязательно поставьте лайк, не забудьте поделиться данным видео в соцсетях с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я вам желаю удачного дня, до встречи в новых видео, пока!